Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, ну что, сегодня давайте посмотрим, что нам дает рынок, какие у нас есть возможности. Сегодня у нас самый прекраснейший день, солнце за окном, весна в полном разгаре. 8 марта прошло. Ну, еще все впереди. Ну, что у нас тут по рынку? Опять же, новое дно в подарочек. XRP теряет минус 2%. Эфириум немножко показывает силу. 1,6%. Относительно битка, конечно же, чуть-чуть больше на 1%. Ну, это такое. За день по альткоинам мы видим новое дно. Потому как большинство альткоинов теряет даже где-то примерно 10-15% своих позиций за час. Аналогичная ситуация. Все это дело происходит потому, как доминация битка не падает, а растет и консолидируется в боковике. Итак, ну что у нас тут? Капитализация 2 триллиона 830 миллиардов долларов. Ну, ни туда, ни сюда. Просто вот так изъяли кучу бабла с рынка и все. С рынка уносят деньги просто вагонами. Как один подписчик писал. Говорит, с рынка уносят деньги вагонами. Вот. И что у нас тут по страху жадности? 24 отметка. Большое количество есть мемкоинов, которые у нас тут в принципе перформят. Биточек у нас торгуется в диапазоне 85-900. Тезер. Вроде бы как что-то тут напечатали. Ну давайте мы посмотрим, печатаются или не печатаются стейблкоины. Печатаются или не печатаются. Так, за 7 дней. Да, было здесь небольшой. Так, вот у нас было 3 марта и было у нас 6 марта печатание тезера. Тезер потихоньку продолжают печатать. Увеличивается количество тезера у нас и USDC. Что у нас по USDC? Market Cap. Включаем, смотрим. Но здесь у нас один раз было только. Ну, в принципе, все равно восходящий тренд присутствует. Есть у нас печатание стейблкоинов, и это говорит о том, что еще бычка, по всей видимости, не закончилась. Индекс страха жадности у нас опять отметочка страх 27. Рынок в страхе, но это в принципе хорошо. Вчера было 28, 34, 27. Может быть такое, что понедельник опять будет чрезвычайный страх. В принципе вот так вот. Интересный комментарий пишет подписчик. Как будто бы продать все и залететь в шорт хочется. Делать я, конечно, этого не буду. Но что-то кажется, пойдем еще ниже. А там уже и отскок. И продолжение бычки. Чего не будешь? Это ж хороший варик, выскочить из камины. Ну да, зашортить, конечно. Торгую на фьючах, максимум боковики по 10 баксов забирая. Когда скучно. А котлетить шорт рынка я боюсь. Да, могут это все дело побрить, понимаешь? Даже смотри, если ты берешь, допустим, какой-то актив, ну, любой, допустим, альткоин берешь с вторым плечом. Допустим, у тебя там 100 долларов, так? 100 долларов. С вторым плечом. 50% вниз, не в твою сторону. Это мы берем 50%, умножаем на второе плечо. Все, у тебя уже сносят полностью весь твой капитал, ликвидирует. Так же самое, если ты вверх, если ты шортишь, 50% вверх дают и сносят. Вот буквально мы видели, ну, вот вчера там, например, есть монетки, которые полетели там на 50, ну, вот, допустим, 48%. Фух, снесли уже. Второе плечо здесь уже было снесено. И большинство монет, так вот, допустим, у нас посносили, конечно. Ликвидации огромные на рынке, и шортисты продолжают налипать, лонгисты налипают, шортисты. На фьючи люди заходят, теряют свой капитал. Ну, этого, я думаю, что делать не нужно. Вот сейчас у нас рынок вообще флетит. Давайте вот посмотрим ликвидации. Вот у нас Notcoin. Побрили лонгистов на $1 миллион. Офигеть, просто офигеть. Кстати, Notcoin в хорошей цене. И мы смотрим. Рынок вроде бы как флетит, да, уже продолжительный период времени. Вот взять, допустим, с 3
февраля у нас флэт, но ликвидации, смотрите, просто колоссальнейшие. Лонгисты, ликвидации, аналогичная ситуация, как это было и в декабре, в начале февраля. Просто колоссальнейшие ликвидации. Ликвидации, ликвидации, ликвидации. Сейчас вот, ну, я вообще говорю, что на фичи лезть не нужно. Не нужно. Итак, что у нас по битку? На данный момент здесь вырисовывается у нас нисходящий клин. Может быть такое, что все-таки, как говорится, клин клином вышибают. Хочется, конечно же, дальнейшего роста, ибо просто без роста мы не увидим того самого гребаного альтсезона. Ну и в принципе клин обычно выходит цена вверх, в верхнюю часть клина. Я не исключаю, конечно, здесь какой-то еще пролив, может быть еще обновление каких-то там лоев. Гэп мы все-таки уже перекрыли, гэп у нас уже закрыт, тот самый вот этот вот гэп, который здесь был образован, он уже, в принципе, у нас закрыт на 85%. Ниже опускаться тут, в принципе, пока нет смысла. Также не исключаю сценарий то, что мы уйдем на медвежку. Если мы уйдем на медвежку, ну это будет просто скам всех альткоинов, и мы здесь потеряем деньги. Мой портфель просто сейчас, даже после текущей коррекции, еще сделает минус 85%. Минус 85%. Там уже фиксировать не будет что. Так что все равно продолжаю рисковать. Посмотрим, что у нас получится. Также биток у нас не закрепился выше, чем 90к тысяч долларов. Опустились мы ниже сюда. По всей видимости, здесь формируют новую зону ликвидности. Мы вот видим, у нас есть открытая ликвидность. И будут это все дело, по всей видимости, сносить. Также есть вот открытый фитиль. Все это дело могут просто проторговать и снести. Может быть такое, что это произойдет на этой неделе. Каким-то сквизом еще раз вот сюда. Может быть такое, что даже без обновления вот этого вот фитиля могут свозить. Это просто предположение. Я не говорю, что точно там шортовая ситуация. Но ликвидность здесь уже собирается. Также мы можем это все дело увидеть. То, что у нас на 30 минутке просто скучный вообще график. Такой вот у нас здесь формирует треугольник. Мы его можем увидеть, этот треугольник. И здесь будет сильнейший импульс на каких-то подвезенных, опять же, новостях. Так что нужно быть очень осторожным. Сейчас у нас трейдеры набирают большое плечо, волатильность маленькая. И могут это просто в моменте все дело вынести вперед ногами вот так трейдеров. Так что, если вы лазите на фичах, нужно соблюдать риск money management по-любому. Стопы обязательно. Стопы обязательно. Если мы посмотрим на дневки, что у нас по биткоину. Ну, в принципе, что? Здесь, в принципе, у нас уже разгрузочка произошла. Здесь у нас уже по RSI разгрузка произошла. Давайте посмотрим на недельки. Неделька вот у нас. Неделька у нас еще разгрузка полностью не произошла. На недельке тут у нас такая вот ситуация. Здесь у нас уже рисуют медвежью дивергенцию. Мы можем увидеть, что с марта у нас сила падает, а цена растет. И здесь уже медвежья дивергенция. Может быть такое, что мы уже поставили пик бычьего рынка в декабре 2024 года. И было у нас два таких себе маленьких локальных альтсезона в марте и в декабре. И на этом, в принципе, бычка, можно сказать, что заканчивается. Но мы не видели полномасштабного альтсезона, и доминация эфириума у нас на дне валяется. Доминация биткоина на самых своих хаях. И в принципе есть еще надежда, то что у нас будет дальнейшее продолжение роста рынка. Ибо просто на таком рынке, я не знаю, обычные инвесторы-спотовики сейчас в просадке сидят, и что будет дальше, тут просто непонятно. Если мы уходим на медвежку, ну, это просто банальный скам, все, ну кто сюда бабки понесет? Я лично уже больше сюда не понесу деньги. И буду просто снимать видео, каждое видео буду снимать то, что крипта это скам еще тот, и сюда деньги нести нельзя. Все. Буду просто беречь ваши капиталы в дальнейшем. Но по факту заработать реально в этом цикле просто невозможно. Нереально, невозможно. Также есть намеки на то, что мы будем падать. У нас, конечно же, ну, то, что мы будем, вернее, расти по крипте, а то, что у нас будет падать DXY, это, конечно же, падение DXY. Мы видим то, что
завалили конкретно DXY, и с каждым днем у нас идет падение. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 дней, ну, уже 5 дней такие довольно неплохое падение, и это очень хорошо, очень хорошо. Если мы посмотрим на 30-минутки, то зашли мы в блок поддержки, и сейчас его потихоньку пилим. Этот блок у нас образовался очень давно, он еще образовался еще осенью. Этот блок образовался еще осенью. Вот как только мы вот здесь вот пришли проторговывать этот вот имбаланс, но у нас доллар начал набирать силу, и с данного блока мы поперли вверх. Сейчас этот блок у нас уже считается как поддержкой. Мы его должны пропилить. Я думаю, что здесь будет еще падение. Еще одна волна падения, как это было вот здесь вот. И по всей видимости, это все у нас отразится положительно на крипторынке. Мы по всей видимости увидим рост крипторынка. Если мы здесь сделаем коррекцию какую-то, потом у нас будет коррекция небольшая по крипторынку. И еще раз будет, может, падение по DXY, и это будет рост крипторынка. Я предполагаю, что у нас будет еще 2 волны роста по крипторынку. В принципе, вот так вот думаю. Самый положительный сценарий, он меня просто-напросто утешает и не покидает мои мозги. Ну, в принципе, вот так. DXY хорошо выглядит, падаем, это хорошо. Для крипторынка это очень хорошо. Потому как если DXY падает, значит крипторынок будет расти. Так, просили посмотреть монетку Pengun на Solana. Давайте мы посмотрим ее. Капитализация 391 миллион долларов. Вроде бы так небольшая капитализация. Но это обычный мемкоин. Я думаю, что мемкоины сейчас, конечно же, покупать уже не стоит. Эра мемкоина уже прошла. Мемкоины скорректировались конкретно. Уже некоторые попадали на 75%. Я думаю, что 2024 год был все-таки год мемкоинов. Тогда пилили все это дело на Solana. А сейчас мемкоины просто уже уходят куда-то там в забвение. Продолжаю удерживать такие мемкоины, как Dogecoin, там небольшая позиция, Shiba Inu небольшая позиция. Shiba Inu у меня вообще бесплатные монеты, потому как я ее покупал с 2021 года, накапливал и продал в феврале 24 на пампе. Оставил там часть бесплатных монет на супер перехай. Ну, Shiba держится. И Pepe у меня есть. Pepe держу, часть был зафиксировал осенью. Продолжаю удерживать Pepe. Укаталась, конечно, знатно. Потеряла уже 3 икса. И это уже не радует. Также есть чуть-чуть Трампа. Там это тоже бесплатные монетки. Потому как я Трамп покупал. Зафиксировал часть позиции и все. А то все оставил. Ну там сущие копейки. Если даже потеряешь, не страшно. Итак, инвестиции по Pengun. Давайте посмотрим. У нас здесь есть airdrop раздавали у нас. Вестинг у нас еще ничего не разлочено. 283 дня. Здесь все разблокировано, здесь все разблокировано, здесь все разблокировано, здесь все разблокировано, все. В принципе, судя по разлокам, довольно-таки неплохо все это дело выглядит. Потому как 283 дня, да, казалось бы. Вот сейчас они здесь все это разлочат, у них будут все монетки на руках. И есть возможность дальше сманипулировать для того, чтобы раздать монеты кому-то. Подкинуть нужно будет, конечно же, монеты вверх. У нас биржи Binance, OKX, MEX, Bybit. Ну, все ликвидные биржи присутствуют. Что у нас по графику? По поводу разлоков неплохо выглядит. По поводу цены, конечно, знатно укатали. Ну, был листинг на Binance, как говорится, нужно все это дело шортить. Нужно это все дело шортить, и мы уже вот потеряли 92%. Это если от фитиля, а если от тела свечи, то у нас здесь коррекция состоялась в 82%. Я не покупал данный актив, и у меня его нету. BNB я продал, Binance мне это дело не раздавал. Может там за удержание стейблкоинов что-то он кинул, не знаю, нужно посмотреть. На биржу давно я не заходил. Но тут, в принципе, у нас важный момент. Если мы пробьем вот эту вот зону, то тут будет открытое движение просто еще вниз. Давайте мы включим на 4-часовике. И выглядит это так себе не очень. Если мы пробиваем вот эту вот зону, то тут у нас будет, конечно же, движение еще сюда вниз. И притом такие вот
мемкоины, они будут, конечно же, укатываться. Сейчас эра мемкоинов заканчивается. Видно, что новости по мемкоинам уже все. Типа, где-то там уже за мемкоины затишье идет полное. И я думаю, что основной движ закончился на пампе монетки Трамп. И мы видим то, что у нас здесь есть два блока. Один блок сильнейшего сопротивления. Вот у нас блок сильнейшего сопротивления. Также уже рисует еще один новый блок. Вот он. Также рисует новый блок. Ну, в принципе, что? Здесь нужно посмотреть. Если где-то что-то кто-то покупал, то уже, правда, можно усреднить. Если с текущих тут уже получается 85%, как раз зона нормальных усреднений. Можно там, допустим, на сотку взял, здесь на 50 усреднить. Если продавят ниже, сюда вот, то уже тут, конечно, принимать решение, усреднять его или так оставить. Но я думаю, что тут усреднить на 50, и здесь можно на 50 тоже усреднить. Если ты на сотку взял, 50 усредняй, 50 оставляй ниже усреднить, и на этом всем должно закончиться, потому как могут просто это все дело слить. Но фишка в том, что уже большинство монет разлочено, и он торгуется с декабря 2024 года. Ну, вроде бы здесь буквально сколько тут, пару месяцев, это вообще сущая ерунда. То в принципе, так как у нас большинство монет разлочено, я думаю, что здесь манипуляция может быть. Они ожидают того самого альтсезона и все. Ну, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Что у нас по инвесторам? По инвесторам. Так, обзор. На 9 месте биржи. Инвестиции. Здесь есть у нас инвесторы. Давайте посмотрим. Инвесторы. 9 инвесторов. Такие малоизвестные инвесторы какие-то. Цирти, ну, Ventures, типа Ventures. Ну, это так, группы, короче. Те люди, которые заработали огромный капитал, они сразу начинают превращаться в инвесторов. Пилят какие-то монетки. Делают огромную капитализацию в этом цикле. Они всегда так делали. В этом цикле, вот у нас, смотрите, 2 миллиарда долларов, пожалуйста. Ну, это просто трэш. 3 миллиарда долларов капитализация для какого-то мемкоина. Есть куда разгружаться. В рынок слили все это дело, и на этом всем закончилось. Да, в принципе, вот так вот. Притом, все это дело на Solana. А ликвидность потом ушла в Solana. Ну, в принципе, что, если засажен, да, конечно, нужно усреднить, ожидать какого-то отскока, может будет здесь какое-то у нас движение. Я, в принципе, по фану просто подбираю нот. Сегодня у нас просто здесь плачевная ситуация по ноту, смотрите. Я его, в принципе, подбираю, этот нот, но уже немножко начинает это все дело надоедать. Обновили лой, смотрите, друзья, обновили лой. И, в принципе, что говорю, здесь ты взял на сотку, тут ты усреднил на 50 баксов, здесь еще на 50. Все, на этом деле все, ты должен остановиться. Потому как будет такая ситуация, как на ноткоине. Ну смотри, просто тупо падает, без остановки. Без остановки. Все. Ну, просто засажена куча людей. А есть люди, которые покупали вот здесь вот нот по 20, ну, вернее, по 2 цента. По 2.2 цента они здесь покупали. Я сам вот начинал покупать нот вот здесь вот 74, там какие-то маленькие позиции набирал. И еще покупал там в диапазоне пятерочки тоже. Ну, это просто трэш, смотри. Все, оно просто летит в тартарары. Сегодня портфель показывает новое дно. Новое дно портфель просто показывает. Ну, вот, шортить нужно полным ходом. Но кто решится шортить вот это вот все дело, это только киты могут шортить. Только киты. И вот что у нас получается по RSI. Уже отрисовали дно, отскочили. А здесь у нас уже... Ну, сила набирается, конечно. Сила, конечно, у нас набирается. А цена падает. Это уже чуть-чуть такое бычье состояние. Сейчас здесь нужно уже присматриваться к наборам позиций нота. Рынок уже здесь у нас поставлен. Уже практически год. Уже год монетка торгуется. Укаталась. Выбрила всех. Побрила. Даже вот здесь вот бритва идет.
продолжаются те, которые набирали, допустим, в диапазоне там 2.06, 2.05, их вот здесь уже продолжают выбривать. И тут уже стоит присматриваться к данному инструменту. Тут уже можно, в принципе, присмотреться и потихоньку набирать позиции, если есть вера. Но я думаю, что здесь киты есть. Такой рынок на ноткоине только кит может сделать. Здесь у нас кит полностью есть в этом инструменте. Бритва, конечно же, у нас здесь продолжается. Вот мы пробили этот блок. Есть здесь уже пробитие. Не, пробитие. Да, есть пробитие. По объемчикам, обновим объемы. И вот у нас новые объемы здесь вырисовываются. Линия POC у нас не смещается. Но здесь уже вырисовывается новый блок объемов. И по объемам, смотрите. Вот у нас раз объемы, а вот у нас два объема. Уже еще чуть-чуть, и мы, конечно, здесь уже наберем намного больше объемов, чем были набранные позиции в диапазоне 2.07. Вот что. Ну, кто шортил, я думаю, что здесь уже стоит прикрывать шорт. Частично уже нужно начинать фиксировать. Я думаю, что здесь будет еще длительный боковик. Может быть такое, что вплоть до конца лета 2025 года по ноткоину. И тут уже, если будут рисовать этот боковик, то нужно будет уже присматриваться. Может быть такое, что подбирать монетку. Ну, ноткоин, конечно, да, показывает скам. Еще тот скам. Ну, на то не все, конечно, падает. У меня ноткоин чисто по фану. У меня нету никаких доксов там. У меня нету тона. А ноткоин просто по фану. То, что я его тапал, действительно раздали монетки. Там мне еще подписчик подкинул монетки. И после того, когда она сделала манипуляцию, я здесь был часть продал. И тут уже потихоньку покупал ноткоин. Но сейчас видно, что опять нужно усреднять свои позиции. Но я не знаю, стоит ли этого делать, потому как у меня уже и так набранная позиция, там еще бесплатные монеты, то в принципе точка входа у меня где-то примерно там, 2.03, наверное, вот так вот. Может рискнуть на какую-то сотку залететь, да, в принципе, можно. Так, по поводу доминации. Доминация битка. Опять же мы пилим все это дело в тех самых же значениях, что и мы находились. Вот, доминация битка у нас растет. Здесь вот растет все это дело полным ходом. Просто идет распил. Просто распил. На 4-часовике это у нас все выглядит ростом. На 30 минутке мы можем увидеть уже вот такой вот рост. Задерживают они, конечно, это все дело. Но у нас по временному интервалу еще есть запас хода до 18 марта. Я думаю, что 18 марта все-таки уже здесь должна ослабевать доминация битка. По временному интервалу 18 марта должна быть ключевая точка у нас здесь. Посмотрим, будем наблюдать. Без падения доминации биткоина мы, конечно же, не увидим ничего. И многие говорят то, что доминация будет битка падать типа на осень. Но, понимаете, по временному интервалу, вот у нас история есть. И тоже так же самое у нас здесь вот халвинг. Это у нас не просто две истории. У нас три истории. Вот халвинг. Мы можем увидеть халвинг и падение доминации через конкретное падение 300 дней. Вот 300 дней доминация уже начала падать. Вот 300 дней смотрим. 300 дней прошло, доминация падает. Да? Давайте посмотрим, что у нас было здесь. Вот. Будильник. 300 дней прошло, доминация падает. Вот у нас. 300 дней, смотрите. 300 дней проходит, 300 дней проходит. Это у нас 15 марта 2021 года. Доминация падает. Давайте посмотрим, сколько здесь уже. Здесь уже, наверное, больше, чем 300 дней. Оп. И тут у нас 300. Вот уже 9 марта. У нас уже 329 дней. 329 дней. Мы уже практически на месяц затягиваем все это дело. Уже практически на месяц затягиваем. Ну вы себе представьте, если еще доминация битка не будет падать, и мы будем здесь вот так вот до осени, да, вот так вот сюда. Ну, это как-то уже, просто, слом всех циклов, ребят, так же. Слом всех циклов, так же, согласитесь. У нас, в принципе, я думаю, что максимум, что должно произойти,
по затяжке по времени, это, конечно же, там конец марта, начало апреля. Вот. Может быть такое, что рынок чуть затянут они, но все равно, я думаю, что в принципе у нас должно все произойти буквально этой весной. Также, друзья, хочу вам показать интересный график по поводу глобальной ликвидности. По поводу по поводу глобальной ликвидности, кто, конечно же, досмотрел видео до конца, вам будет очень интересно. И видно то, что на данный момент у нас ликвидность развернулась. Вот у нас синяя скользяшка, вот эта вот ликвидность, она развернулась. Вот. И крипторынок зачастую реагирует с задержкой. Вот мы видим 2021 год. Ликвидность начала увеличиваться глобальная, мировая. И рынок спустя какой-то период времени, вот допустим у нас август, это у нас январь 2021 года. Буквально через 3 месяца рынок начал расти. Аналогичная ситуация у нас была и вот здесь вот. Ликвидность у нас увеличилась и рынок начал расти. Тоже ликвидность у нас увеличивалась июль 2024 года. И рынок спустя пару месяцев начал расти. Здесь ликвидность развернулась. У нас была коррекция, и сейчас она развернулась. Так что стоит ожидать все-таки то, что у нас на данный момент здесь будет движение по крипторынку. В принципе, друзья, вот так вот. Я думаю, что данная информация вам будет полезна. Также мы здесь разгрузились конкретно по RCI. Или RSI, или RCI. Там уже есть хейтеры, то, что я там неправильно выговариваю. Но это ж такое, это специально, чтобы комментарии писали. Ну, в принципе, что? Видно, что глобальная ликвидность разворачивается у нас. И я думаю, что у нас еще движ должен быть. Так что набираемся терпения. И все, я думаю, что у нас получится, друзья. Все у нас получится. Всему свое время. Конечно же, на рынке присутствует страх, потому как все боятся то, что мы погрузимся на медвежку. Да, конечно же, многие говорят, что ой, блин, можно было там бы зафиксироваться, там выйти, там перезайти. Ну, блин, у вас же все рычаги в руках, у вас ваш терминал, телефон, берите, фиксируйтесь, выходите, перезаходите. И, в принципе, такое вот. Ну, я подожду, посмотрим, что дальше получится, конечно же. Может быть такое, что мы увидим сильнейший альт-сезон 2021 года. И будет просто сумки набитые кэшем. Мы не сможем их просто тянуть. Может быть такое, что мы это все будем тянуть в золотых слитках. Ну, время, конечно же, покажет. Или скаманут нас, или мы, в принципе, заработаем. Как говорится, или пан, или пропал. Итак, друзья, поддержим канал лайками, подписками, комментариями, ибо 50% моих зрителей смотрят YouTube канал без подписки, а если вы не подпишетесь, я просто скаману весь этот рынок. Просто соскамлю этот рынок. Я думаю, что у нас все получится, набираемся терпения, все будет хорошо. На рынке, в принципе, у нас сейчас коррекция конкретная произошла. И рынок, я считаю, что уже подготовили к тому самому движению. И мы уже стоим где-то вот на пороге, у ключевых моментах, у ключевых точках. Уже все, весна. Зима уже полностью прошла. Коррекция. Конечно, да, можно было бы в декабре покинуть рынок. Я рассматривал, говорил это тоже в видео, что действительно можно покинуть рынок. И это было бы не ошибка покинуть, конечно, рынок. Но я говорил, что я покидать лично рынок не буду. Некоторые люди с нашего комьюнити, которые в телеграм-канале, они покинули рынок. Они, несмотря на то, что я говорил, что я не буду покидать рынок, они взяли, покинули, все, красавчики, зафиксировали прибыль. Сейчас могут, конечно же, перезайти в рынок, если они хотят. Если не хотят, они могут не перезайти. Но если вы сами не принимали решение покидать рынок, то это просто ваши проблемы. Вот что. А я сразу сказал, я буду сидеть, ожидать, потому как я долго уже нахожусь в рынке. Я хочу увидеть конкретные результаты, дождаться падения доминации. Именно падения доминации. И только там фиксировать прибыль. Потому как по всем
по всем, конечно же, метрикам показывала то, что это не пик бычьего рынка. И здесь сейчас тоже показывает, что это не пик бычьего рынка. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.